Сивил совершенно случайно знакомится с Эдой. Серкан тем временем сидит за столиком с ее мужем, который глаз с нее не сводит. Женщина говорит, что все еще любит мужа, но жалуется на то, что за 20 лет не дождалась от него никаких эмоций. Он, как робот, постоянно работает. Эда говорит ей, что очень ее понимает, так как мужчина, сидящий напротив ее мужа, и ее жених, и ведет себя точно так же. А за столиком Серкана Берол рассказывает, как его жена все эти годы была очень импульсивной и не думала о последствии действий. «Как же я вас понимаю», — говорит ему Серкан. «Такое сводит с ума с первого дня. Это любовь, если ты не смог отказаться от ее безумства», — сказал партнер. Серкан ответил, что ему эти чувства чужды. «У вас же кольцо на пальце», — говорит Берол. «Вы что, женитесь по расчету?» — спрашивает Берол. «Вроде того», — сказал Серкан. Далее Серкан показал, кто его невеста, и предложил всем вместе поужинать и подписать договор. А в это время Эда дает Сивиль советы, и та решает сесть с мужем за один стол. Каан звонит Фериту и спрашивает, во сколько будет проходить церемония вручения награды. «Тебе-то что?» — говорит Ферит, и просит уже отстать от Серкана. Перил не хочет, чтобы Энгин считал ее занудой. А Эда с Серканом узнают, что Сивил 20 лет назад именно здесь поняла, что влюбилась в Берола. И в это время он пытался вернуть бывшую. Берол спрашивает, присоединится ли к ним госпожа Селин. И Эда рассказывает, что Селин – это бывшая девушка Серкана. И сейчас она здесь, со своим женихом. Пара изумилась, услышав историю, такую же, как была у них. Сивил узнает, что Эда ландшафтный дизайнер. «Но, к сожалению, я не получила диплом», — сказала Эда. И тут Серкан подхватил, что она еще учится. И лучшая на курсе. Сивил с Беролом снова начинают ссориться. И Сивил говорит, что отдаст ему проект и ни лиры не попросит. Серкан просит подписать хотя бы Берола. Но тот говорит, что отдал этот проект Сивил. Эда спрашивает Серкана, заметил ли он, как они на них похожи. «Да, если бы мы случайно поженились, стали бы такими», — ответил Серкан. А тем временем Сивил и Берол мирятся и говорят, что завтра подпишут документы. В номере Эда ходит туда-сюда и мешает Серкану сосредоточиться. Далее Серкан идет с Эдой в одно интересное историческое место. Там они разговаривают о богах и любуются метеоритным дождем. Эда спрашивает у Серкана, где звезда Сириус на небе. Серкан, вспомнив про своего Сириуса, рассказывает, как нашел его и выхаживал, когда тот боролся за жизнь. А Эда рассказала, как с Мэл знакома с детства. И еще маленькой она называла ее Дада. Серкан спросил, что Эда планирует делать после колледжа. И Эда говорит, что поедет в Италию. Перил снова в напряжении. Она говорит Энгину, что не может дозвониться Серкану. А тем временем Эда с Серканом вышли к водопаду. И Эде очень захотелось поплавать. За завтраком Селин спрашивает, где Серкан. «Это вопрос всей жизни», — сказал Ферит. Перил говорит, что звонила даже в номер, но никто не отвечает. А Энгин рассказывает, что Серкан вчера велел найти яхту, чтобы отпраздновать подписание договора.
А тем временем в Стамбуле Мелек репетирует речь для собеседования. Вдруг домой к Айфер приезжает слуга семьи Балат Сейфи. Он говорит, что приехал за ней, так как госпожа Айдан не может выйти сама, потому что у нее фобия, и она боится выходить. Даже на помолвке среди толпы ей стало плохо. Высший свет знает об этом и относится с пониманием, говорит Сейфи. Айфер сказала, что не знала и согласилась ехать. Каан просит опубликовать новость о Серкане за несколько минут перед началом вручения награды. Как только Эда с Серканом вернулись в отель, Пирил напоминает о приближающейся церемонии. Эда признает, что они задержались по ее вине. Кроме церемонии и подписания договора осталось только одно – поговорить с Селин, сказал Серкан и добавил, что ему нужно только 5 минут. Эда говорит, что Ферит в курсе ситуации и не оставит ее. Серкан просит Эду помочь ему. Вдруг позвонила тетушка с подругами и сообщила, что они едут в гости к сватам. Очарованная прелестями Серкана Эда говорит, что не может больше разговаривать, и ей нужно идти. Серкан делает комплименты, а Альптекин спрашивает Айфир, из какого она уголка Мардина. «Да Мардин уже весь их!» — говорит вдруг Мелек. Айфир перебивает ее и говорит, какая разница, весь Мардин наш. Ардем привозит Альптекину бумагу на подпись и, увидев Фифи, тоже садится за стол и говорит, что тоже очень проголодался. Вдруг Мел позвонили и сказали, что собеседование будет проходить онлайн. Так как здесь нет компьютера, Айфир предлагает срочно ехать домой. Но Альптекин велит Сейфи принести свой ноутбук. А в Анталье Ферит говорит Селин, что она прекрасно презентовала новый отель и просит ее уйти из компании Серкана. Сивил и Берол говорят Серкану, что подпишут проект и предлагают Эде заняться ландшафтным дизайном. «Но как?» – спрашивает Эда у Серкана. Тот отвечает, что она справится. После церемонии вручения награды Серкан приглашает всех на яхту. Но пара говорит, что им уже нужно улетать в Лондон. Также, пока Эда отвлекает Ферита, Серкан говорит Селин, что им нужно поговорить после церемонии. Селин говорит, что найдет его. А в Стамбуле тем временем Мелек волнуется перед собеседованием. «Будь собой», — советует ей Ардем.